Nutritional Balancing Science. Наука, которая начиналась в Америке, и потому звучит так по-английски. Чем, собственно, это интересна, эта наука? Потому что она дает нам инструменты в современной медицине для восстановления здоровья и предотвращения заболеваний. По большому счету, это очень хороший, практически уже достаточно давно работающий инструмент превентивной медицины. Почему, собственно, такое бесспорное утверждение до сих пор не принимается и не дает большой толчок к тому, чтобы превентивные методы активно развивались в какой-либо стране? Если мы говорим об Америке, которая находится на первом месте по материальным затратам в области медицины, на сегодняшний день средние статистические расходы на человека около 11 тысяч долларов. Это почти 20% от валового национального продукта. Европейские страны отстают практически наполовину по количеству расходов, но при этом значительно более эффективны в использовании этих средств, потому что тот же Монако, Швейцария и другие европейские страны в топе стран по продолжительности жизни, в то время как в Америке, в самой дорогостоящей системе здравоохранения, ситуация обстоит очень неприятно. Последние 3 года опиоидный кризис достиг апогея, причем это было создано руками врачей фармацевтических компаний, как уже расследования в Сенате показали. Америка сейчас является одной из самых неудобных стран для рождения ребенка среди развитых стран. Процентность смертей в первые 45 дней среди детей и матерей последние 10 лет поражает, и с каждым годом все растет. К сожалению, большие материальные вложения не всегда есть гарантия успеха и достижения тех целей, которые бы хотели. Да, в России, конечно, несопоставимо более низкие расходы в этой области. Меньше 1%. Вообще в разных источниках я видел разные цифры, поэтому не знаю, каким из них верить. В любом случае, дело не в абсолютно правильной найденной цифре, дело в тенденции. Обратите внимание. Дело не в том, все-таки, как много тратится, но как тратятся эти средства. То есть совершенно незаметна адекватная эффективность при столь больших расходах в Америке за последние 2 года по продолжительности жизни. Америка опустилась на 53-е место. И ожидание заболеваемости, оно признается, ожидание роста заболеваемости, оно официально признается практически во всех странах мира. Очень часто мне задают вопрос, а почему показывающая на практике эффективная методика не становится мейнстримом? Уже столько лет существующая, но неиспользуемая настолько, насколько могла бы быть. Мой ответ такой. Это принципиальное противоречие в устройстве медицины как бизнеса и ее цели – отсутствие больных людей. Если мы ожидаем от врача, что он будет нас вылечивать, то есть доведет нас до того состояния, когда нам не нужно принимать медицинские препараты, когда нам не нужны операции, когда нам, в общем, если мы здоровый, врач не нужен, правильно? Если это будет так, то значит мы перестаем быть источниками прибыли, вступает в противоречие устройство медицины как бизнеса и результаты ее работы. За копейки исправленная проблема – это противоречие тому, что сейчас требует от врача система. Вы знаете, моя мечта, чтобы когда-нибудь создана новая специальность в области медицины – врач превентивной медицины. И существовала система, в которой образование, необходимое для того, чтобы человек мог в своей ежедневной жизни принять оптимальное, самое правильное решение для поддержания своего здоровья, как на физическом, так и психоэмоциональном, духовном уровне, чтобы это стало естественной привычкой с самого раннего детства. Мы учим детей огромному количеству самых разнообразных знаний, многие из них совершенно никогда им не пригождаются,
А вот то, что ему больше всего нужно, это быть здоровым и счастливым, вот этому мы не учим. Мы не являемся сами примером, потому что нас этого не учили. И мы можем дать все материальные блага. Мы можем дать самое лучшее Оксфорд, Гарвард образование, но если нет здоровья и умения быть счастливым, то мы, по большому счету, ничего ценного-то и не дали своим детям. Скажите, пожалуйста, чего не хватало Майклу Джексону? Я могу бесконечно это продолжать список. То есть не материальные ценности, не то, что мы называем успехом, являются залогом удовлетворения этой жизни. Я вижу счастье, мое определение счастья, это всего лишь привычка. Видеть прекрасное всегда, везде и во всем. Всего лишь привычка. Несчастье, соответственно, полная противоположность. Привычка видеть неприятное, плохое, негативное. Всегда, везде и во всем. Как много людей вы знаете, которые имеют ту или другую привычку. Скорее всего, больше тех, которые имеют привычку видеть негативное. Любая привычка создается повторением. Научиться быть счастливым можно. Самый легкий способ – это в детстве наблюдать родителей, которые счастливы. И это становится естественным, единственным способом, единственной программой в сознании, которая сопровождает человека всю жизнь. Вот это один из важнейших факторов, который дает, это по большому счету самый большой подарок, который человек может получить в жизни. Вот эту привычку. Он либо ее получает в детстве, наблюдая окружающих взрослых, либо может ее сформировать сам впоследствии, что требует уже значительно больших усилий. Но это очень важный фактор здоровья. Это не просто радостное восприятие окружающего внешнего мира, это еще и прекрасное состояние внутри себя как результат. Это, кстати, тоже часть вот этой nutritional balance inside. Часто я слышу от некоторых врачей такое утверждение: ой, совершенно бесполезно, пациенты наши такие ленивые, они ничего не будут делать для того, чтобы предотвратить заболевание. Не будут они менять образ жизни, питание и так далее. Очень сложно это сделать уже во взрослом возрасте. Именно поэтому я и говорю о том, что было бы правильно, если бы начали как можно раньше. Практически с детского сада, ну и в семье. То есть это требует образования. Вот именно знания, образования, условия и еще необходима стимуляция. Стимуляция тех людей, которые следуют тому, что рекомендуется. И обратно, скажем так, дестимуляция тех, кто не делает то, что полагается. Если человек будет впоследствии платить за проблемы, возникающие сердечно-сосудистой системой, и это будет очень дорогое удовольствие, за то, что он курит, за то, что убирает, лениться вместо того, чтобы трудиться над своим здоровьем. Пряника кнут, других моментов нет. Но прежде чем применяется кнут, должна быть очень правильная, очень серьезная работа по образованию. Итак, нужны изменения в системе, исследования в этой области, создание новой специальности, образование населения, координацию усилий по улучшению условий среды проживания и питания и всевозможная стимуляция выбора здорового образа жизни.
И, как я уже сказала, прежде чем ожидать ответственности людей за определенный выбор, нужно дать знания о последствиях этого выбора. А это и есть образование в области здоровья. И анализ волос – это вот тот самый инструмент, который мы могли бы взять на вооружение, когда нам необходимо использовать возможность узнать, что происходит с человеком еще до того, какой-либо из симптомов проявляется, или какой-либо еще другой тест показывает изменения. Вот в этом плане анализ волос или биопсия. По большому счету это биопсия. Но не биопсия, когда мы нарушаем целостность ткани организма и берем какие-то клетки, исследуем. На сегодняшний день это делается только при необходимости подтверждения, либо, наоборот, отрицания подозрения на рак. Но это ведь, к сожалению, не единственное заболевание, которое нас тревожит. И если нарушать ткани, то это, конечно, дорогой инвазивный способ и сам по себе может создавать массу проблем. Анализ волос – это один из наиболее дешевых, очень информативных по количеству. Я вот посчитала количество тестов, которые он может заменить из сегодня существующих, наиболее часто используемых. Около 100 наиболее часто используемых, даже больше. И потому это очень экономично. Следующее. Это не нарушает никакие ткани, потому что волосы, в конце концов, небольшое их количество, чтобы заполнить только чайную ложечку. Вот это вполне мы можем себе это позволить, как они вырастут. И если их нет на голове, да, после по разным причинам, любые другие. Хотя предпочтительнее там, где больше статистики по анализу волос, потому что все-таки не одинаковая скорость роста в разных частях тела. Если нет никаких, значит ногти. А чем еще прекрасен этот тест, что его можно дистанционно из любой точки планеты послать, допустим, единственный центр в стране, прекрасно организованный, потому что их не нужно много. Это может быть действительно прекрасно оснащенный, самый лучший, с самыми лучшими специалистами и технологии обработки результатов, аналитика, компьютерная обработка и посылка этой информации по интернету в любую точку, в любую самую маленькую отдаленную деревню. Любой человек может отрезать волосы, положить в конверт и отправить в этот центр, получить результаты по интернету либо по почте. По интернету, по скайпу или другим, сегодня много очень инструментов, он может общаться с врачом глазу на глаз практически, как будто он присутствует с ним в одном офисе. Просто уникально. Тогда нам не нужно так много врачей. Нам не нужно в каждую деревню таким образом доводить все, что нужно. И самое это прекрасное, что если анализ крови, это наиболее часто используемый, он дает нам результат здесь и сейчас, на данный момент происходящую ситуацию. Вот если вы отравились, то через 20 минут вполне надежен показатель анализа крови для того, чтобы выяснить, что за токсин и что необходимо предпринять. А если отравление было месяц назад, допустим, вы отравились ртутью, а в крови теперь, через месяц, или 2, или 3, нет никаких следов токсина. О чем это говорит? Вы все их вывели? Или они все в клетках? Анализ крови не отвечает на этот вопрос. А это один из серьезнейших вопросов, потому что если токсин вышел, прекрасно, а если он в клетках, значит, он будет продолжать свое разрушительное воздействие, такой невидимый враг, который по анализу крови отсутствует, а разрушительные действия производит. Не зная присутствия врага, не предпринимаются никакие усилия по борьбе с ним. То есть, если вы на улице, искать вас дома бессмысленно, вас там нет. Если вы дома, то вас нет на улице. Правильно?
Смотрите, если мы пытаемся выяснить наличие либо токсина, либо питательного вещества, которое мы хотим узнать содержание его в организме. Если мы смотрим в крови и видим его мало, о чем нам это свидетельствует? А ни о чем. Только о том, что в крови этого мало на данный момент. Но это плохо или хорошо? Пятьдесят на 50, может и хорошо, а может и плохо. Почему? А потому что, может быть, то, что было нужно доставить в клетке, уже доставлено. И это здорово. А может быть, оно никогда не попало в достаточном количестве в кровь? Может быть? Может быть. А может быть, это вышло через мочу и кал с потом? То есть вот обнаружение какой-то цифры, наличие чего-то в крови не отвечает на вот эти все вопросы. Не отвечает. Но это очень противоположные ситуации. То есть если это в клетке, и клетка получила то, что ей необходимо, то нам не нужно больше потреблять этого питательного вещества. А если она не получила, тогда нужно. Это ведь две очень противоположные позиции. Что нужно дальше делать? Ну вот если бы вы вошли в комнату, и там сидит семья, перед ними стоят тарелочки. И тарелочки пустые. Вот сделать вывод по пустым тарелкам, вывод может быть первый. Они голодные, потому что еще никто никогда им ничего не предложил. Либо они уже поели и помыли тарелки. Вы сейчас понимаете, что можно сделать слишком неправильное действие, потому что вывод сделан неправильно, по взгляду на тарелочке. Почему бы не спросить эту семью? Вот это, наверное, будет самым правильным. Вот заглянуть в клетки, это, собственно, и есть ответ на главные вопросы. Но никто этого не делает. А именно в клетках начинается, развивается или заканчивается любое заболевание. Именно там оно не как облачко находится в нашем организме непонятно где. Даже если это болезни крови, то это болезни клеток крови, не жидкости. Если клетка имеет все, что ей необходимо, то есть она абсолютно имеет все, что по природе ей полагается иметь. Вот это состояние мы называем балансом. Тогда заболевания там, даже теоретически, не может быть. Так как питательных веществ там очень много, огромное разнообразие. Любое отклонение от нормы, от этого баланса, отклонений может быть бесконечное количество. Но в природе нашего тела совершенно неважно, как мы называем ситуацию. Наш организм обладает уникальной возможностью самовосстанавливаться, если мы ему не мешаем. Если мы позволяем природе сделать то, что она может. Если мы не стоим на пути и препятствуем, а наоборот способствуем. А для этого мы должны в первую очередь понять, что мы часть природы, построены по ее принципам, а не по нашим, не нами придуманы. И нам нужно изучать эти принципы, уважать их, исследовать. Вот залог нашего здоровья, нашей гармонии с природой. Но самую большую пользу этого теста я вижу в том, что он позволяет нам определить то, что никакой другой тест не определяет. То есть даже биопсия, о которой мы говорили раньше. Он
помогает нам ответить на вопросы, которые задаются в древних медицинах, когда в той же джучи самым главным в тибетской медицине при диагностике является определение того, в каком энергетическом состоянии находится весь организм как система. То есть, если система недопроизводит количество энергии, которое она постоянно потребляет, тогда возникает недостаток энергии, то есть болезни холода, так они определяются в тибетской. А в Nutritional Balance and Science такая ситуация называется медленный оксидайзер. А противоположная ситуация, когда идет переизбыток, в Nutritional Balance and Science используется термин быстрый оксидайзер. Это те моменты, которые совершенно кажутся новыми, на самом деле очень древние. Теперь просто с научной точки зрения мы можем обосновать смысл этих терминов, которые в древности использовались, продолжают использоваться, хотя тибетская медицина не является мейнстримом. Почему нам, собственно, нужно это знать? Потому что это одна из важнейших задач системы, это поддержание баланса энергии. И понять, насколько справляется организм с этим, и предпринять соответствующие усилия. Устранение неспособности системы балансировать с энергией – это не просто о недостатке или избытке какого-то определенного или определенных элементов. Когда мы используем все инструменты, которые на сегодняшний день у нас есть, чтобы поправить эту ситуацию, система сама корректирует недостаток или избыток элементов, которые там присутствуют. Вот в этом прекраснейшая программа природы, когда организм сам знает, что делать. Он сам может определить поломки, остановить то, что поломано, если у него есть для этого все, что необходимо. А что, собственно, ему необходимо? Ему необходимы питательные вещества. Это то, из чего мы построены. Те первоначальные природой задуманные кирпичики. Их нельзя заменять пластиком, стеклом или какими-то еще другими фиктивными строительными материалами. Никогда не будет. Если Мерседес мы начнем чинить при помощи велосипедных деталей или от какой-либо другой машинки, то мы никогда не получим качественно работающую машину, как она должна была по первоначальному задуманному плану. Вот, собственно, использование чего угодно, но не питательных веществ, потому и не бывает эффективно. Почему никогда и не приходим мы к тому, что хронические заболевания уходят. Если мы дадим организму те оригинальные кирпичики, если мы дадим энергию и еще зададим задачу главному офису, главному мозгу, использованием тех функций. Ну, например, если вы ляжете на диване и начнете потреблять все питательные вещества, которые строят организм, хорошие крепкие мышцы, то есть вы энергию сохраните, вы же не бегаете, не прыгаете, у вас спите достаточно, энергию сохраняете. Все возможные питательные вещества для билдинга потребляете. Но если вы не напрягаете мышцы, эти питательные вещества туда не пойдут, чтобы их строить. Организму нужно показать необходимость осуществления данной работы путем задействования той функции, которую нужно стимулировать, улучшать и так далее. То есть вот эти три фактора должны присутствовать. Вот, если мы осознанно делаем правильные действия, то все происходит удивительно, здорово. Слава природе. Методы тибетской, китайской аюрведы, они прекрасны. Я глубоко их уважаю, я частично их использую. Вот какая есть на сегодняшний день проблема. Во-первых, чтение пульса. Изначально Светлин Хабоев, Калдан Хабоевич мне объяснял. Чтение пульса – это очень серьезная, очень
объемная информация о человеке, и она получается путем взаимодействия врача и пациента. Чтение энергии – это очень сложное, нужно быть очень сенситивным этому, научиться в той же мере, как это использовалось раньше, на сегодняшний день, но очень сложно, если почти невозможно. Почему? Ну, скажем так, можно научить рисовать практически каждый. Но вот как воспроизвести второго Леонардо да Винчи, такие тонкие инструменты требуют особого... Это талант, потому что, да, конечно, можно в какой-то мере этому научиться. Но, например, я путешествую по свету в поисках кого-нибудь, кто себя называет врачом тибетской медицины, и сопоставить, сравнить с Колданом Михалковичем Михалковым, я, конечно, разочаровалась и не нашла никого, кто бы близко мог стать по его умению это делать. Но здесь ведь еще какая проблема. На сегодняшний день, очень сложно найти кого-то, кто бы не прошел через какую-нибудь, пусть какую-нибудь даже маленькую, но операцию. Любые операции, внедрение в общую систему организма очень сильно меняет течение энергии. То есть считать пульс становится сложно. То есть он становится менее надежным, та информация, которую мы получаем. Вообще требования к чтению пульса в постели, до подъема, утром. Очень много условий для того, чтобы можно было 100% ему доверять этому анализу. Он хорош как дополнительный на сегодняшний день. Но при том, конечно, обязательно требование непосредственного присутствия пациента. Следующий, конечно, серьезный вопрос – это ведь не только диагностика, а методы лечения, инструменты лечения и использование тех прекрасно работающих в древности растительных препаратов и не только растительных. Все, что мать природа нам предоставляет, используется в препаратах этих древних медицин. На сегодняшний день обеспечить население даже одного города практически невозможно оригинальными рецептурами, которые когда-то использовались. Почему? Потому что, а где их можно собирать? То, что мы видим на полках магазинов, в основном выращивается точно так же на полях, как выращивается любая другая овощная культура. То есть бесконечное количество раз на одном и том же месте с использованием всех тех же методик, как если бы мы выращивали огурцы или помидоры. Как можно ожидать присутствия редкоземельных элементов в такой травке? Наивно. В природе любое растение самопроизвольно выбирает произрастать, особенно редкие, произрастать там, где есть, собственно, условия для того, чтобы получить все, что земля может дать этому растению, чтобы обеспечить ему его уникальные свойства. Даже если бы мы могли сейчас использовать Россию как наиболее территориально большую и очень большое количество пока еще земель в той же Сибири, которые не задействованы, ничего на них не выращивается. То есть есть места, где, можно сказать, не ходила нога человека, но кто будет этим заниматься? Вы себе представляете, чтобы сейчас врач пошел в определенное время, в определенном месте собирал эти травы, как делал Колдан Михалкович. Мы исходили вот эту территорию огромнейшую Забайкалье. Собирая эти травы, мы должны признать, что на сегодняшний день то, что так прекрасно работало когда-то, уже нереально при нашей экологии и всех остальных проблемах. То есть нам нужно приспосабливаться к тем условиям, в которых мы находимся сегодня. К сожалению. Ну что ж, у нас
Заканчивается время, отведенное для первой лекции. Все, естественно, я не могу в одно и то же прикоснуться, но сколько будет интереса, столько я буду продолжать эти лекции. И моя задача делиться, делиться, делиться. Кто захочет, будет использовать, кто захочет, меня поправит, кто захочет, будет продолжать исследования. Ну что, до следующей лекции. Пока-пока.